Непревзойденная итальянская паркетта. Это традиционный рулет, который готовят на Рождество в Италии. Как вам приготовить столь потрясающую паркетту, покажу вам в этом видео я. Поехали! Для нашей великолепной паркетты нам понадобится средняя часть свинины, приблизительно 1,5-2 килограмма. Мы будем разрезать ее здесь вот посередине, не дорезая до конца, то есть в форме папочки. Средняя часть должна быть освобождена от ребрышек, то есть никаких костей и хрящиков. Вот такая вот папочка у нас с вами получилась. Если у вас попался более толстый кусок, вы также можете вот эту вот часть разрезать еще раз на половинки в форме бабочки и раскрутить. На шкурке мы делаем неглубокие надрезы. Заправлять мясо мы будем исключительно традиционными итальянскими травами, такими как шалфей, тимьян и розмарин. Из розмарина мы счищаем листочки и мелко нарезаем. Далее нам понадобится 12 листочков шалфея и также мелко их нарезаем. И проделываем с тимьяном ту же самую процедуру. Итак, начинка готова, можно приступать. Заправляем в первую очередь солью, перцем. Соль и перец мы втираем в мясо для того, чтобы оно хорошенько пропиталось. Теперь выкладываем травы и равномерно распределяем по мясу. Если у вас нету свежих трав, можно также использовать сушеные смеси трав. На самом деле паркетту можно начинать чем угодно. И приступаем к закручиванию рулета. Теперь я рулет закреплю специальной ниткой, для того, чтобы он при готовке в духовке не развалился. Сначала завязываем один конец, делаем здесь несколько стежков и завязываем узел. Далее проделаем вот такую вот процедуру. Делаем вот такой вот стежок и протягиваем к низу. Расстояние между нитками должно быть приблизительно 2 сантиметра. Проделываем еще раз то же самое. Теперь мясо переворачиваем на другую сторону. Затягиваем нитку здесь посередине. Для того, чтобы целый клубок не продевать под каждой ниткой, нам понадобится 2 длины рулета. И на каждом втором стежке мы продеваем нитку и еще раз обворачиваем. Проделываем то же самое на каждом втором стежке 2 раза. Снова переворачиваем рулет и оставшийся конец нитки мы связываем с началом. Делаем узел. После чего лишнее мы обрезаем. Прежде чем рулет выкладывать в форму и выпекать, я подам вам отличную идею. Для этого нам понадобится неочищенная, просто помытая морковь, которую мы нарезаем большими кусочками и высыпаем в форму сельдерей. Также нарезаем его крупными кусочками, также отправляем его в форму. И финальным аккордом станет лук, либо лук-порей. И также на дно формы отправляем воду. Эти овощи и аромат мяса послужат нам основой для потрясающего соуса. Выкладываем рулет, заправляем сверху солью, немного втираем ее и отправляем рулет в духовку выпекаться при 160 градусах верхний и нижний нагрев 2 часа. И еще 30 минут при температуре 220 градусов, для того, чтобы шкурка стала более хрустящей и поджаристой. Также из этого бульона можно приготовить отличный соус к мясу. Нам необходимо процедить бульон, размешать немного воды с крахмалом и все добавить в бульон, после чего немного нагреть до доведения его до густой консистенции. Посмотрите, какая потрясающая паркетта у нас получилась, с хрустящей корочкой и сочной начинкой. Потрясающе. Нежнейшее, сочное мясо, пропитанное итальянскими травами. Если вам также понравился этот великолепный рецепт, ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые рецепты. Приятного аппетита! До встречи!